Здравствуйте, уважаемые слушатели лекции. Сегодня у нас будет интересная лекция. Она будет не столько лекция, я буду не столько рассказывать, сколько показывать. А посвящается она уже первой единице и техники, которые применяются при струйной цементации грунтов, это буровые машины. На прошлых лекциях мы с вами говорили о принципах этих буровых машин, чем они отличаются от каких-то других стандартных геолого-разведочных машин, нефтяных машин, строительных машин. Мы говорили об их особенностях, а сегодня мы хотим просто их показать и продемонстрировать, эти машины. Мы находимся на территории завода «Специальная строительная техника», где собираются аналогичные установки. И мы еще для сравнения поставили одну из итальянских машин. Давайте посмотрим еще раз на эти машины, осмотрим их и скажем, вот еще раз подчеркнем принципиальные отличия машин для струйной цементации от всех остальных машин. Во-первых, эти машины должны уметь делать очень много. Они должны уметь укреплять фундаменты, они должны уметь делать отдельно стоящие сваи, они должны уметь армировать эти сваи трубами, они должны уметь укреплять грунты, основания и так далее. И поэтому вот от каждого класса задач нужно иметь специальную машину. В том числе мы будем с вами говорить еще о технологии, когда анкера соединяются вместе со струйной цементацией, поэтому эти машины должны уметь и ставить и анкера в том числе. А сегодня производство анкеров и их устройства на строительных площадках все больше и больше набирает обороты. Вот это сочетание самозабуриваемых анкеров и струйной цементации. Итак, начнем по порядку. Что же такое машина для струйной цементации? В первую очередь, эта машина должна уметь делать глубокие сваи. Глубокие грунтоцементные элементы, более правильно говорить. Мы сейчас не будем рассматривать, чем отличается элемент от сваи, это мы посвятим специальные лекции. Но глубина бурения в струйной цементации, если вы хотите зарабатывать деньги и не ломать позвоночники своим рабочим, то глубина бурения должна быть равна высоте мачты. Вот поэтому первая машина, вот давайте на нее посмотрим, вот она как раз установлена с такими-то удлинителями. То есть мачта в этой машине, она должна быть равна глубине бурения. В данном случае машина собрана высотой в 21 метр, и поэтому эта машина может бурить без раскручивания штанг скважины глубиной 21 метр. На мой взгляд, это охватывает 90-95% всех работ по струйной цементации. Вот эта глубина. Более глубокие скважины, конечно, есть, но для них существуют и более высокие машины. Я не буду сегодня заниматься рекламой различных компаний, но скажу, что есть машины, которые бурят и 30 метров, и 35, и 40, и 50 метров без применения помбуров. Потому что чем больше глубина, тем, как правило, больше диаметр штанги, тем более тяжелая эта штанга и так далее. Итак, давайте начнем. Просто пока рассмотрим хотя бы одну машину, из чего она должна состоять. Буровая машина, в первую очередь, раз она машина, она должна уметь подъезжать с точки на точку. Поэтому она должна иметь шасси. Значит, гусеницы и уже, конечно, принципиальные вещи. Чем шире гусеница, чем длиннее гусеница, тем понятнее. Все, кто знает и бывает на строительных площадках, понимают, что это тем меньше давление на грунт. Поэтому на более слабых грунтах можно работать этими машинами. Я еще раз хочу напомнить, что струйная цементация применяется не там, где надо укреплять и так прочные грунты, а там, где надо как раз работать со слабыми грунтами. И поэтому очень часто машины должны заходить в полуболото. Я не скажу, чтобы болото, но, по крайней мере, так сказать, зыбкий грунт, на которых какие-то более большие или другие установки уже попросту тонут. Поэтому гусеницы должны быть как можно шире и как можно длиннее. Дальше у машины есть, безусловно, корпус основной, в котором находится вся гидравлика, все находятся двигатели, в общем, вся начинка машины, которая позволяет ей как раз и работать достаточно хорошо. Следующий важный момент — это аутриггеры. Аутриггеры, на данной установке 4 аутриггера, так решили. Хотя есть машины с 2 аутриггерами. Вот здесь у нас 1-2 аутриггер и здесь еще передние аутриггеры. Причем аутриггеры, как вы видите, они все работают домкрат и гидравлика. И очень важно, чтобы они все работали очень быстро. То есть есть машины, в которых надо разводить лапы, подкладывать какие-то прокладки. Это все не для этих работ. Струйная цементация, особенно площадная, когда мы обрабатываем площади, очень важно, сколько времени ты тратишь, переезжая с точки на точку. Вот это очень важно. И от этого, если ты в день делаешь, предположим, 50 свай, то ты должен 50 раз переехать. И каждая минута лишняя переезда, установки машины, ее фиксации на точке, это уже лишние 50 минут. То есть вы уже 10% времени потеряли только от того, что ваша машина имела какие-то неправильные аутриггеры. Поэтому аутриггер мы покажем потом подробно, как она переезжает. Подняли,
мачту чуть-чуть наклонили, переехали, опустили, все. На это должно уходить вот как на пит-стопах. То есть речь должна идти о секундах. Тогда вы будете зарабатывать деньги, а не просто кататься по строительной площадке. Обратите внимание, как у этой машины сделана вот эта пятка. Она опять же сделана для того, чтобы, если слабый грунт, у вас мачта не проваливалась. Вот такое устройство, которое помогает этой технике работать на слабых грунтах. Вот еще раз подчеркиваю, эти машины предназначены для работы на слабых грунтах. Вот если мы работаем с какой-нибудь большой буровой, которая работает и делает буронабивные сваи, то очень часто сначала площадку отсыпают гравием, там, щебнем, укладывают какие-то плиты, и эти монстры начинают там тихо и медленно кататься по этим плитам. Эта машина должна уметь работать без плит. Переехала, встала, отвертикализировали мачту, все, начали бурить. Итак, следующая наша функция, это уже теперь бурение. И установка мачты и каким образом она прикрепляется. Вот этот узел называется узел артикуляции. Вот здесь сидит, как правило, очень много идей. И все машиностроительные фирмы, они все, как правило, соревнуются друг с другом. Кто какой узел вот этот приделает. Потому что узел артикуляции позволяет буровой машине менять мачту, ставить в любое положение. Буровая машина в данном случае с удлинителями, которые здесь, она работает только вертикально. Но если мы без удлинителей выполняем, мы покажем вам сегодня эту работу. Буровая машина должна работать и в наклон, если она, например, ставит анкера, и с каким-то небольшим углом, если она делает, например, укрепление фундаментов. И, кроме того, она должна еще уметь работать горизонтально. Это тоже очень часто встречается, особенно в задачах такого подземного строительства, как строительство тоннелей. Поэтому вот эта система домкратов на всех машинах разная. И каждый хвалит, и каждый защищает свою систему. Мы как-то вот привыкли к этой. Но это не значит, что это лучше. Есть и лучше, есть и хуже. И вообще для каждого машиностроителя своя машина роднее всех. Дальше, если мы говорим про эту машину, следующий узел, очень важный узел, это мачта. Вот мачта, она у буровой машины, еще раз, с помощью узла артикуляции, эта мачта должна принимать, может принимать разные положения. Но если мы посмотрим на самый верх и увидим удлинители, установленные на этой мачте, то мы поймем, что эту мачту трогать нельзя. Она может выполнять только вертикальное бурение. Но вот благодаря этим удлинителям мы не скручиваем и не раскручиваем штанги, как на большинстве других неспециализированных машин. Еще раз повторяю, буровые машины для струйной цементации — это очень специальные машины. Нельзя взять какую-нибудь машину геологического бурения и делать на ней струйную цементацию. Ну, на самом деле можно, но это будет стартаповская работа. Начали, поделали, деньги заработали, прибыль получили и побежали покупать специальную, хорошую, правильную машину для подобных работ. Вот еще, вот, пожалуй, все, что мы увидим по этой машине. Дальше мы там поперемещаемся, мы увидим еще некоторые нюансы. Но сейчас вы должны понять, вот эта машина, еще раз повторяю, с помощью своих удлинителей может бурить без скручивания, раскручивания штанг 21 метр. А это при площадной работе просто уникальное качество подобной машины. То есть машина встала, пробурила, поднялась, проехала, пробурила, струйную цементацию сделала, поднялась, проехала, пробурила, струйную цементацию сделала, поднялась, проехала, пробурила, цементация. Как швейная машинка она должна шить. Вот как швейная машинка. И тогда она может делать 150, 200, 250 погонных метров свай, что никакая другая установка не сделает. Если вы уберете удлинитель и у вас глубина бурения будет также 21 метр, вы будете вынуждены скручивать эти штанги. И поэтому у вас каждый раз снимать штанги, одевать штанги, это значит портить замки. И самое главное, это сумасшедшая нагрузка на тело, на позвоночник буровиков. Поэтому все буровики, как правило, у них у всех профессиональная болезнь, это болезни спины, позвоночника и так далее. Ну, не будем сегодня о грустном. Покупайте хорошие машины, и у вас будут ваши сотрудники вам только рады и всегда будут благодарны. Перейдем к другой. Это примерно то же самое, примерно та же машина. Но в чем ее отличие? Отличие в том, что на ней нет удлинителей. И вот это вроде бы, казалось бы, какой-то недостаток установки, что у нее нет удлинителя. Но это же ее преимущество. С помощью этой машины можно уже менять положение мачты. С удлинителями мы это делать не можем, потому что мы ее просто уроним. А вот здесь мы уже можем. То есть здесь баланс уже сделан между весом мачты и самой
буровой машиной. То есть вот эта вся развесовка, она, безусловно, это конструкторы очень много времени тратят на то, чтобы можно было мачты вращать в разные стороны. Машина должна работать и под углом, и в бок, и я бы даже сказал, что и вверх. Вот таких задач, правда, никогда у меня не встречалось в моей практике, но принципиально она это делать тоже может. Так вот, такие подобные машины, они используются, как правило, уже на более специфических работах. Это, например, установка анкеров вместе со струйной цементацией. Это в том числе и укрепление фундаментов зданий, сооружений и так далее, когда мы под фундамент должны каким-то образом наклонно пройти. Ну и самое главное, это, конечно, она может уже делать горизонтальное укрепление, что очень часто встречается в каких-то проходческих подземных работах, в метростроении, в тоннелестроении, в горном строительстве и аналогичных подобных задач. Мы тоже это все продемонстрируем, как это все будет работать, и покажем, как это все наклоняет и какие степени свободы есть у подобных машин. Неотъемлемой частью и важной частью буровой машины для струйной цементации являются вот эти нижние домкраты. Вот видите, их два ряда. Нижние домкраты и верхние домкраты. Для обычных стандартных буровых машин, там шнековые, там для бурения скважин, разведочных и так далее, достаточно либо одного домкрата, либо вообще используют вилку. И этого бывает достаточно, чтобы отсоединять и разъединять штанги. Вот в данном случае это не так. В данном случае мы должны, чтобы собрать штангу и разобрать штангу, очень часто нужны два ряда домкратов. И сейчас наш оператор покажет вам, как это все работает. Но смысл заключается в одном, что ты захватил нижний снаряд, нижнюю часть снаряда, та, которая в земле, держишь нижними домкратами, подвел верхнюю часть снаряда, закрутил, открыл нижние домкраты, ушел вниз, прокрутил, сделал струйную вниз, вверх, там куда подошел, снова закрыл нижнюю часть, открыл верхнюю и достал этот снаряд. Вот это необходимость. А в тот момент, когда у тебя перестают работать, ты не можешь уже открутить снаряд, мало ли ты его затянул так сильно, когда ты делал правое вращение, что ты теперь левым вращением не можешь его раскрутить. В этом случае используется верхний стол. Вот это раскручиватель, который сжимает эту часть и поворачивает ее. Сейчас вы увидите, как это оператор продемонстрирует вам на этой буровой машине. Почему это сделано так? Почему здесь нет лысек? Потому что для струйной цементации важной второй особенностью является гидрочак. И вот этот гидрочак, он позволяет работать, с полубесконечной штангой. То есть мы можем собрать там всю большую длину мачты и только с помощью гидрочака опускать снаряд вниз, поднимать снаряд вверх. И этого бывает достаточно. Но чтобы работал гидрочак правильно, нам нужно, чтобы наши буровые штанги не имели никаких лысек. Под ключ, там, как это очень часто используется в бурении в других технологиях. И в этом случае у нас это как большая дрель, там стоят кулачки. И штанга в этом случае должна быть обязательно ровная. На ней не должно быть никаких ни выемок, ни впадин, ни выпуклости, ничего. И в этом случае сварочный шов должен быть хорошо зачищен перед тем, когда вы начинаете ставить особенно новые штанги. И либо наоборот, так сказать, если штанга износилась, ее надо заменить. Вот в этом случае тогда гидрочак будет работать правильно. И сейчас оператор вам тоже это покажет, как он закрывает, опускает, поднимает вверх. Вот эти две особенности машины, гидрочак и двойные домкраты, еще раз повторяю, это то, что отличает машины для струйной цементации от основного типа буровых машин. Ну и что еще интересно, мы сегодня принесли еще такую малютку, которая, несмотря на свои маленькие размеры, вот у меня 1,70 м рост, значит, она где-то там 2,50 м сейчас стоит. Так вот, эта машина, совсем малюсенькая машинка, она ведь на самом деле может решать точно такие же задачи. И вот это я хочу обратить ваше внимание, это очень главное. Размер установки никаким образом не корреспондирует с диаметром сваи. Если мы используем технологию JET1, вот у нас технология JET1, мы с вами разговаривали на прошлой лекции, это монитор с форсункой, вот он определяет. Вот здесь происходит то чудо, о котором мы говорили на первых лекциях, это преобразование потенциальной энергии в кинетическую энергию струи. Именно вот здесь происходит, не в теле машины, нигде, а вот здесь. А вот это все остальное, это нужно, чтобы возить этот монитор и правильно его опустить в нужную точку, там, где мы будем делать струйную цементацию. И если вы посмотрите на установку на большую и на маленькую, вы увидите, что у них одинаковые мониторы, поэтому они делают одинаковые сваи. И вот это иногда бывает смешно и иногда вызывает какие-то улыбки. Это было в моей практике, когда приходят и говорят: о, так ты на такой маленькой машине можешь сделать там сваи в метр, там 1,5 метра, там, дальше уже это система штамп, система вертлюгов и так далее. Но 60-70 сантиметров ты делаешь легко.
легко. И на этой машине ты делаешь точно такую же сваю. Почему? Еще раз повторяю, не размер установки решает задачу, а решает задачу вот этот монитор и насос, который сюда подает раствор. Вот это важно. Ну и казалось бы, вот эта маленькая машинка умеет делать такие же сваи, так давайте тогда на них и будем работать. Но нет, если я буду 20 метров бурить, то мне как раз нужна установка с удлинителем. Если мне нужно ставить анкера, которые там 3-метровые, то мне уже нужна вот эта вторая установка. А вот если мне надо будет куда-то заехать в подвал, в тоннель, ну вот это очень частая задача, реконструкция здания, углубление подвала, проходка тоннельная, вот там, где нужно сделать струйную цементацию внутри стесненных помещений, то золотой-то является вот эта машина. Даже если у тебя есть дорогие установки, ты не сможешь выполнить эту работу. А вот имея маленькую установочку, ты всегда ее сделаешь. Я скажу так, что вот в нашем предприятии вот примерно объемы струйной цементации распределяются между большими и малыми установками примерно одинаково. Это не значит, что она маленькая, поэтому мы ее редко используем. Да ничего подобного. Она еще чаще используется, особенно в исторических городах, там, где нужно выполнять какие-то реконструкционные работы. И вот чтобы эта машина была верткая и заходила в каждую щель, ее делают из двух, состоит она частей. Первая часть — это непосредственно то, что ездит на гусеницах и катается и возит вот этот монитор со штангами, и бурит, и там что-то делает. И вторая часть, которая может стоять неподвижно. И расстояние зависит от количества шлангов, которые есть, соединяет. То есть весь двигатель, вот та вторая часть вот той огромной машины, она вот здесь. Здесь находится двигатель, здесь находится гидравлический насос, который подает масло, который приходит по этим рукавам, и уже подается на гидромоторы и на все там всякого рода гидравлическую аппаратуру. Вот эта штука, она уже может стоять. А чтобы ее перевозить с точки на точку, то эта маленькая машина, мы ее подцепляем и поехали вместе. Вот это уникальное, так называемое двухтельное, да, то есть одно тело машины и второе тело это установки. Вот такое раздельное конструирование машин позволяет решать уникальные задачи. Мы вам продемонстрируем, как эти малютки могут заходить в какие-то, заезжают в помещения. Еще раз повторяю, мы делаем огромное количество подобных работ. И в этом случае они создают точно такие же сваи, как и те машины. Разница только в одном. Они работают маленькими штангами, а там мы работаем большими, или вообще эти штанги не соединяем, как в первом варианте. И нам придется эту всю работу делать на руках. Да, ну штанга метровая, она не очень сложная и не очень тяжелая, и на ней уже можно работать. И вот здесь, конечно, скорость резко падает. Она, если мы там говорим, что мы можем делать 150-200 погонных метров, то здесь мы будем делать 20-30 погонных метров всего за смену. Но эти сваи, они золотые, как правило, всегда. Потому что только обладая подобной техникой, можно их сделать. Поэтому вот эти все три сестренки, хоть они все разного роста, хоть они по-разному сконструированы, но они вместе решают огромное количество задач. Если ты хочешь серьезно заниматься, если ты хочешь посвятить свою жизнь струйной цементации, ты должен иметь все установки. То есть маленькую, среднюю, большую и еще больше. Но таких объектов в нашей практике не встречалось, хотя в какой-то зарубежной мировой практике мы видели и бурение. Хотя мы тоже бурили там до 60 метров, но я знаю, что люди бурят и по 100 метров. Это уже специальные крановые установки, это очень редкие задачи, мы сегодня о них не говорим. Самое главное, что мы должны еще раз отметить, есть мотор, есть гусеницы, есть гидравлика, и есть мачта и узел артикуляции. Каким образом эта мачта, как рука, должна ходить и двигаться. И вот только вот когда ты вот эту комбинацию всех параметров имеешь, только тогда ты сможешь решать задачи по струйной цементации. На этом лекцию мы закончим. Спасибо всем, и я предлагаю двигаться дальше.